Привет! Ну что, я не был в струе, скажем так, с утра и сказал сразу же вас предупредил, друзья мои, что ничем не закончится все вот это вот броуновское тупое движение, которое было на Майдане. Вуаля! Оно ничем не закончилось. Слушайте Анатолия Анатольевича, он знаете, ну а теперь переходим к главному. Сегодня был ряд выступлений. Порошенко выступал, я не хочу его даже, вообще и слушать его не хочу. Потому что он повторял одно и то же, и было очень неинтересно. Но было видно, что он немножко уставший. Турчинов, вот кое-что мне было интересно с Турчиновым. И Турчинов говорил нечто, что было связано вот с этим вот типа там Майданом. Важливу роль у руйнівних процесах відіграють популістські та радикальні політичні сили, а також квазіорганізації, що камуфлюються під інституції громадянського суспільства. Вот интересно, как расшатывают радикальные силы. Причем все знают, кто собирался на Майдане. Свобода, Азов, правый сектор. Почему не называешь? Почему не говоришь? Это Азов, радикальная сила, которая расшатывает наше общество. Нет, они постоянно говорят, там, пятая колонна, найманці Кремля. Уможливого зростання рейдерства і безкарного насильства, ерозію монополії держави на легітимне застосування сили, виникнення політизованих парамилитарных угруппований. Это он перечисляет все эти ужасы, которые постигнут нашу неньку, если, не дай бог, раскачают ситуацию. Но я вот другого не пойму. Он говорит, будут возникать парамилитарные там всякие образования. Будут возникать или возникли? Они не видят, что уже возникли? Почему они постоянно говорят, потом будет ой-ой-ой, так уже ой-ой-ой? Або втілиться підготовлений Кремлем руйнівний сценарій Майдан-3, який неминуче буде супроводжуватись масовим насильством. Инспирированный Кремлем Майдан-3 будет сопровождаться массовым насилием. Вы мне напомните, я, может быть, просто подзабыл, а предыдущий Майдан не сопровождался массовым насилием. Там вегетарианцы против Greenpeace выступали. Це вже за кілька місяців призведе до повної дезорганізації держави, руйнації економіки, вибуху злочинності. О, бойся, бойся, сынок, пастор тебе расскажет, что на самом деле будет рост преступности, экономика начнет рушиться, как будто бы сейчас экономика просто взлетела до небес, а с преступностью у нас все йоу. Я уже не знаю, уже в столице убивают среди бела дня, просто среди бела дня подходит к человеку, пух-пух, и ушел. Не убежал, говорят, а ушел. Никто никого не ловит. О каком росте преступности он говорит? Но дальше он вообще отжигает. Хватит розових ілюзій по поводу ЄС. Варто припинити маніпулювання рожевими ілюзіями світлого європейського майбутнього вже сьогодні. Дядя Турчинов, а что не будет сегодня светлого европейского будущего? Не наступит оно сегодня? Давай я напомню тебе 2012 год. Дядя Турчинов. І саме тому, як тільки ми звільнимо Україну з цього режиму, я думаю, що і повага, і авторитет України будуть відновлені, і Україна стане гідним членом європейської спільноти. Как только мы сбросим эту власть, как только произошло уже 3 года назад, а тут ты сегодня говоришь, хватит этих розовых всяких иллюзий. Напомню еще 2014 год. Через 5 лет Украина будет готова вступить в ЕС. Как кажется, что 5 лет, пока они пройдут, 5 лет еще не прошли. Нет, прошло 3 года. То есть через 2 года мы уже готовы будем вступить в ЕС. Пока что мы вступаем в основном в говнецо. На столичный Майдан 12 автоматов Калашникова и винтовку СВД. Контрактника военно-морских сил Украины с таким арсеналом задержали в Одессе. Это уже про задержание контрактника военно-морских сил Украины, украинского военнослужащего, который вез на Майдан автоматы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. По его словам, контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков СБУ, заказал и купил оружие из зоны АТО для так называемой Одесской Народной Республики. Тормознемся на секундочку. Он купил автоматы для Одесской Народной Республики и повез их на Майдан. На Майдане Одесская Народная Республика создается? Или почему Матиас это написал? Я даже подумал, может быть, он этого не писал. Перешли к нему на страницу. Да, писал на самом деле. Для Одесской Народной Республики. Он купил сепар этот поганый. Ну, в принципе, заявление Матиаса, все помнят этот смех, когда он опубликовал фейковое, там, расстрелять, за что там расстрелять, за немытые штаны при Сталине расстреляли. Вот, и это уже никого не удивляет. Пару дней назад он решил отжечь
попиариться весьма странным способом. 150 миллионов гривен в бюджет, помимо левых, получили они со всяких фигурантов. І сплатили до державного бюджету за вироком суду 152 мільйони гривень. И теперь он говорит, эти все 150 миллионов давайте-ка мы поделим. Все поделить между семьями погибших на Майдане, между семьями погибших в АТО. И он четко знает, что он делает. Он заявил, это вот такое у меня предложение. И никто же против не выступит, правильно? Потому что думает, блин, это меня тоже в чем-то там обвинят. Все, получается, Матиос такой благодетель. А мы, в свою очередь, отправились в Козин и решили полетать над поместьем военного прокурора. Я буду прям под его слова пускать, вот как мы летаем. З метою, щоб 152 мільйони гривень, які вже стягнуті з членів злочинної організації Януковича, як так званий профіцит і непередбачені доходи бюджету, були розподілені між родинами членів Небесної Сотні, це 106 чоловік, і всіма вбитими, родичами всіх вбитих військовослужбовців, які загинули за період проведення АТО. А це 3150 чоловік. А я вот в свою очередь предлагаю твою усадьбу, Матиас, продать и все деньги разделить в равных долях, разделить между всеми обездоленными. Тебе это не понравится, наверное, да? Теперь давайте послушаем переговоры Сепара с московским куратором, наверное. Дивись, краще, мені треба, щоб до кінця місяця це питання таке. Ти обіцяв вже, каже, це питання, що це до кінця місяця. Я маю так. Не розумію, чому московські куратори і цей Сепар, який бажав створити Одеську Народну Республіку, спілкуються виключно українською мовою. Що таке? Не зрозумів. Думаю, здогадатись не важко. Ну, то вся суть в тому, що була група, яка... Он на самом деле говорит, чтобы не было так, как было со щитами и касками. Имеется в виду, чтобы не было так, как было на предыдущем Майдане. Это какой-то поймал какую-то патриотическую звезду, решил пойти свергать власть. Ну его сейчас уже присовокупили к Сепарам. И, конечно же, это план Кремля. Проходжу військову службу на посаді кулеметника. Період з 21 по 22 лютого 2017 року нами планувалося здійснити виїзд у місто Київ. Решил выехать в город Киев, создать там Одесскую Народную Республику. Расстрелять! Ну а теперь у Бурбака, он входит в рейтинг, мой рейтинг 5 самых тупых народных депутатов Верховной Рады, при этом возглавляет в Верховной Раде Народный фронт. Спрашивают как раз таки, как вы прокомментируете задержание вот этого военнослужащего украинского? Пане Максиме, стало відомо, що Служба безпеки України затримала військового контрактника, який хотів привезти до столиці близько 12 автоматів. Все свідчить про те, що Путін, Росія Та ладно, я не верю. Путин, Россия, ты чё? ніколи не будуть виконувати Мінських угод. Вони будуть робити все для того, щоб захарпати всю нашу країну. У меня единственное объяснение, что вот этот вот он сложил просто в голове уже фразу какую-то, думал, что ему другой вопрос зададут. Повернути до імперії. Вони хочуть відновити імперію, вони хочуть поміняти світовий порядок. Потребуємо розширення санкцій, не їх зняття, а їх... Как от украинского военнослужащего, который купил автоматы для того, чтобы поехать на Майдан, перейти к расширению санкций, усилению санкций. К слову, там эти военные прокуроры, они сказали, что оружие, подчеркиваем, да, российского виробництва. Вы придурки и так воюете оружием российского виробництва. О чем это говорит? Ну и переходим теперь к заключительной части. Нещодавно Семен Семенченко написав там у Фейсбуці, що знайшли альтернативу вугіллю. Альтернативой углю может являться, знаете, огонь мысли этого народного депутата. Видите, что у него на голове такая фиговинка? Это антенна для связи с предками. Вооружити, дати всім автомати і піти тих зрадників усіх поставити до стіни і їх усіх розстріляти. Таким мне увиделся сегодняшний политический день в Украине. Мне кажется, когда к какому-нибудь Турчинову подойдет там, представитель Азова и даст ему ногой по кокинакам, то Турчинов заорет: «Боже мой, да что же вы делаете? Это же просто российская агрессия». Я не понимаю, почему они называют вещи своими именами. Тогда надо сказать, что вот Белецкий, который вышел сегодня на трибуну Верховной Рады, вся свобода полным составом, весь Азов полным составом. Это и есть как раз та самая пятая колонна. Почему они об этом не говорят, не знаю. Но нас еще ждут неполитические блоги чуть позже, если не засну. Пока.